Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру под названием Зубы. И сегодня будем смотреть нового персонажа, которого зовут Нико. Это дракон комода, комодский варан, вы называете его как хотите. Вот такой вот зверь, красивый, сильный, мощный. Сегодня мы разберем его все моменты, все аспекты, все механики, все это посмотрим его в боях. Скажу сразу, ребятки, это новая имба. Да, как в очередной раз разработчики не могут сделать ни имбу, ни имбой, поэтому делают имбу имбой. И вот такой красивый желтый язычок у него. Итак, давайте пройдемся, начнем, наверное, с активного навыка, точнее, с пассивного навыка. В скрытом состоянии Ника отмечает ближайших врагов. Ну, как это отмечание? Это как у орла отмечает, то есть такой кружочек вокруг персонажа появляется, и он им отмечает противникам. Дальше, просто взглянув на них, ну, увидел, отметил. Он также вешает отметку на тех, кого он укусил. Ника гораздо более быстрее преследует этих отмеченных врагов. Что это по сути значит? Это значит, что, ребятки, если вы кого-то отметили, так сказать, пассивным навыком Ника, да, то дальше у вас добавляется скорость к перемещению. И вопрос, будет ли скорость постоянно действовать на Нику как бонус, и будет ли она накапливаться количество противников. Сегодня будем это все проверять, тестировать и тому подобное. По поводу активного навыка, ребятки. Вот это самая имбовая имба, что на нем есть. Не знаю почему, но вот оно есть, и как бы с ним мы сегодня будем это все смотреть, оценивать, насколько это имба. Ну, просто словами не передать. Нажимаете одну кнопку, умирает противник. Вот примерно так это выглядит. Страшно очень. Но есть, конечно, свои ограничения. Ника кусает на бегу и накладывает статус отравления и вони на укушенных врагов. Что значит этот статус, что он дает, что не дает, очень что сказать. Просто он как бы есть. Ну и первобытный инстинкт, конечно. Нос Ника автоматически обнаруживает перед собой врагов с эффектами отравления или вони. Автоматически. То есть ходите, бац, нашли человека, который стоит в кусту, да, противника. Которого вы не видите, но он стоит в кусту, и бац, вы его нашли. Отравление или вони, даже если их не видно. Вот так вот это выглядит. То есть кто-то от вас убежал, вы его потом сможете найти спокойно. По здоровью. 22 тысячи, урон 16 тысяч. Сравним с Брюсом каким-нибудь, да, ну он же на самый много-хпшный друг. Вот он, красавец. Смотрим, 28, 18. То есть немножко менее хпшный, чем Брюс. Давайте сравним с кем-нибудь, с Баком, да, условным. 21 тысяча, то есть по здоровью он как Бак, по урону тоже. Если сравним, к примеру, с Никсом, где тут Никс был, я же только что его видел, где друг, вот он, красавец. 18 тысяч, то есть сами все видите, понимаете. По подвижности, кстати, у Никса 96, у Нико 101, то есть немножко он поподвижнее, чем другие персонажи. Теперь по оружию, ребятки. У Нико есть уникальное оружие, но по порядочку. Да, бомбочка. Бомбочка, вот она. Катится, боулинг, все дела. Урончик, радиус, кстати, интересный. Можно использовать кассеточку, я думаю, хорошо смотреться будет. Вот он, ребятки. Новый вид дробовика. Снайперский. Что это такое? Ну, это дробовик, который превращается с ближнего, обычного, очень короткого дробовика, видите, дальность 6,75, в снайперский. Причем он превращается очень странно. Не переходом мгновенным, к примеру, в дальний режим, да, а постепенным переходом с веером. В общем, все увидите, все поймете, так будет лучше. И копье, здесь дабл копье. Я убрал отбросы, но как бы характеристики максимальные вы видите. По перезарядке, по дальности, по... Что-то там еще? По дальности, да. Круговое копье, двойной урон, все поймете, все увидите. Ну и в принципе это все. На Нико еще есть скин Годзилла, мы его посмотрим немножко в следующий раз, наверное, в следующем видео, потому что все разобрать в одном видео не успеем, поэтому будет вот так вот. А сейчас отправимся в тестовый бой, где будем тестировать все его механики и поймем, как этот персонаж работает и на что он способен. Итак, мы в бою сейчас будем смотреть пассивный навык, как он будет работать, ребятки, непосредственно в самом бою. Что он вообще делает, да, напоминаю, он в состоянии скрытности отмечает ближайших врагов. Что такое состояние скрытности? Это когда вы заходите в кусты. Вот, ребятки, вот эта зона красивейшая, да, видите, там глазики нарисованы, не знаю, видно вам или нет. Попробую вот так вот показать, но их тут немножко сложно увидеть. Наверное, вот так вот сделаем, вот видите, глазики. И вот эта вся зона перед Нико, то есть, по сути, на весь экран, да, даже наперед немного, она подсвечивает ваших противников, если вы их видите. То есть, если они в скрытности находятся, то есть в кусту, вы их не сможете подсветить без первобытного инстинкта. Но если они не в кусту, вы их подсвечиваете и отмечаете своей вонью, так называемой, да. Также, если вы кусаете активным навыком, то то же самое делайте. Как выглядит кусь активным навыком? Вот так он выглядит, ребятки. Тройной укус по текущим моментам. Не знаю, останется он так навсегда или нет. Вот, пока что вот так вот это выглядит. Имба имбовая, потом увидите почему. Итак, мы сейчас будем слева отмечать противников. Сразу скажу, у меня первобытность включен, поэтому мы их можем отмечать уже с отсюда. Видите? Смотрите, сейчас вы ничего не видите, да, слева? Вот я специально так делаю.
Давайте, наверное, вот так вот сделаем. Я специально вот так вот пойду. Видите, акула видно, да? И больше никого. И больше никого. Но здесь в кусту стоит еще жираф. Смотрите, я сейчас повернусь туда и посмотрю в ту сторону. Опа! А где жираф? А жираф не работает. Видимо, все-таки первобытный инстинкт работает как-то по-другому. Ну, в общем, мы отметили только что двух противников. Это пингвин и акул, потому что невидимые. Жираф, видите, он не отмечается, при том, что вроде бы мы его должны видеть и все такое. Это очень странно. Баг, наверное, скорее всего. Также мышки отмечаются, то есть, видим, можем отмечать очень много противников. Судя по всему, лимит 6 человек, потому что, видите, больше почему-то не отмечается. Странно. Хотя нет, начало отмечаться больше. В общем, в чем суть? Когда вы отходите, эта отметка, она пропадает. Ускорение, кстати, видите, оно действует. Большое ли оно или маленькое? Ну, давайте сейчас мы его уберем. Ускорение, да, убежим от этих противников. Блин, да что ж, везде столько противников. Вот, ускорение мы потеряли. Заметьте скорость движения, да, какая стала. Не самая и быстрая. Сейчас мы ускорение снова получим. Не знаю, почему-то на жирафа не работает. А, мы же не в скрытности, точно. Мы же не в скрытности. Вот. Получили пингвина, смотрите-ка ускорение. Офигеть. Это без ботинка. Это без ботинка. Без ботинка, замечу, да? То есть, будет ботинок. Ну, как бы, понимаете, да, что такое ускорение, да, у Нико? А если еще сверху волка накинуть, будет ли оно как бы состакиваться, да? Еще турборакеты сверху, и что там? Мгновенное перемещение по всей карте за секунду? Ну, вопрос. Причем, заметьте, видите, оно отображает как будто двух противников. Вот я только что визуально заактивировал, да, скрытностью своей. Вот, видите, два отображения было. Итак, это мы посмотрели работу пассивного навыка. Итак, ребятки, сейчас мы будем смотреть работу активного навыка, ту самую штуку, которая супер имба, и которая, по идее, должна сделать нас супер сильным. В чем суть? Да, в чем суть? Мы сейчас будем смотреть на 20 уровне, чтобы вы понимали, как оно будет ролять против того уровня, который против вас играет, если вот уровень, как у вас, да, равный. Мы посмотрим сейчас урон. Напоминаю, активный навык, он кусает на бегу. То есть, по идее, вы можете бежать и нажать кусь, при этом заферомонить и при этом нанести урон. Звучит очень жестко. И что еще? Накладывает отравление и вонь укушенных врагов. Сейчас я просто укушу Никса. Вот, мы подошли. Направляю активный навык. Ну, вы видели, да? Ребятки, это был Никс, если что. Причем, заметьте, отравление яд еще убивает, да? Давайте мы еще раз куснем. Фулл здоровья Никса за один активный навык за 3 секунды. А теперь представьте себе, если у вас есть феромоны. Насколько это имба. Это просто супер имба. Это первая кнопка в игре, которая убивает противника за секунду. Хотя, конечно, есть всякие луки очень сильные, да, но они не настолько сильные, как мне кажется. Мы сейчас еще раз поставим кого-нибудь пожирнее, к примеру, Брюса, и посмотрим, что с ним получится сделать активным навыком. Итак, ребятки, вот он, 20 уровень Брюса. Активный навык. Я специально подойду впритык, чтобы наш активный навык не промахнулся, а то в первый раз он промахнулся. Мы даже, наверное, сейчас, знаете, что сделаем? Я поставлю еще здесь одного друга, этого Брюса, еще одного Брюса поставлю, чтобы посмотреть, он же у нас активный навык, оказывается, массовый, что самое удивительное. То есть эту имбу мало того, что она убивает за один удар, так еще сделали массовый. Офигеть вообще, да? Итак, ребятки, мы снова загрузились, я немножко тут промахнулся, поэтому пришлось ставить 3 Брюса. Ну, вы понимаете, 3 Брюса лучше, чем 2. В общем, сейчас будем нажимать активный навык в эту сторону, вот так вот. И смотреть, что он будет делать. Погнали. И яд дожимает противника. Смотрите, как яд бьет. Ну, это что, не имба? Это просто дичайшая имба. А теперь смотрите, ребятки, перезарядка так не закончилась. То есть, что у нас получается? Нажимаем. Ждем 5 секунд. Нет, ну тут чуть больше, наверное, секунд 7 идет перезарядка. Это что, проблема? И снова залетаем, и снова... И до свидания. Ну, как бы вот, ребятки, вот такая вот имба. Я уже молчу про других, тут вообще с полуукуса, да, умирают. Вот, кстати, Брюс 13 уровня, проверьте, да, что по урону будет. Ну, как бы, слабый, да? Слабый активный навык. Ну и давайте первобытный инстинкт еще посмотрим. Про первобытный инстинкт тут, ребятки, кстати, очень странно написано, потому что написано, что Нико обнаруживает противника перед собой с эффектами отравления или вони, даже если их не видно. То есть это подразумевает что? Что мы кого-то укусили, он забежал в куст, и мы его видим. Эффект отравления, вот тоже непонятно, это, наверное, оно и есть. А эффект вони, это вот то, что мы его подсвечиваем, да? Вот видите, метка стоит. Наверное, это оно. Но как оно работает, пока что я не могу сказать. Я не замечал, чтобы вонь как-то подсвечивала противника, и первобытный инстинкт как-то включался. Хотя первобытный инстинкт у меня сейчас доступен, но он должен работать. Ну, это, конечно, нюанс, который хотелось бы проверить, но, видимо, первобытный инстинкт немножко работает кривовато. Починит его или нет, сложно сказать. Поэтому вот так вот. Сейчас мы посмотрим, ребятки, с вами дробовик. Дробовик это очень... Ну, граната, да? Посмотрим. Опять же, вот она, граната легендарная. Радиус видеть, да?
добавляем сюда кассеточку, и как бы конец убийц машина с феромонами, с таким навыком, но это аннигиляция всего, что шевелится. Дальше копье. Дабл копье это с максимальным радиусом. Можете оценить, да, силу мощи, я думаю, всем все понятно, насколько это не имба. Граната, копье, не имба массового урона, и вообще ни разу. Плюс еще активный навык, ну, соло ходить, вырезать 20-е сквады, понимаю. Ну и, конечно, дробовик. Начальный, вот, ребятки, видите, да, выстрел сделал обычный. То есть, начальный уровень дробовика, это вот так он выстреливает, там небольшой вот такой вот, так сказать, радиус, вот он. А потом вот делает вот так вот. Вот так вот. Что он делает? Смотрим. Давайте вот пингвин, да. Видите, один выстрел. Дальний, но один выстрел. Типа как стреляет лук, типа как стреляет копье. Но можно сделать вот так вот. Да? Это уже похоже на дробовик Яры. Можно сделать VR немножко еще поменьше, чтобы стрелял 2 пульками, 3 пульками. Вот смотрите. Видите, 2 пульки полетело. А можно сделать, на мой взгляд, самый лучший вариант, это сделать вот так вот. Зацените, да? И далеко стреляет, и хорошо разлетается. А? Норм? Норм, я считаю. Сейчас можно, кстати, запулить немножко VR побольше. Зацените, какой радиус огромный. Просто какой огромный радиус. Как вам? Не имба дробовик? По сути, дробовик слона сделали. По сути, дробовик слона, если правильно нажимать, правильно пользоваться. Ну, я считаю, это супер имба. Я считаю, это супер имба, которая, ну вот, создана разработчиками непонятно зачем. Реально непонятно зачем они создали эту супер имбу. Но у меня просто нет слов. Еще и дальний бой может. Ну, как бы. Вот так вот, ребятки, да. Вот такой вот зверь. Мы сейчас снарядим его немножко предметами и отправимся в какой-нибудь из боев, чтобы посмотреть, на что он способен. Соберем, наверное, сейчас очень имбовую сборку, чтобы протестировать, так сказать, супер имбу на супер имбе, под супер имбой и сверху еще супер имба, чтобы оценить это все на максимум. А потом уже посмотрим, наверное, возможно в следующем видео, возможно в этом, еще с нормальную сборку, то есть нормальные 4 слота какие-нибудь, с нормальные предметы, и посмотрим, что он сможет выжать из себя этот дракон комода. Итак, ребятки, а теперь к выбору сборки мы переходим. Что брать на этого друга? Ну, конечно, мы берем сейчас суперимбовую сборку, поэтому берем, конечно же, бицуху, чтобы делать суперимбу суперимбой. Опять же, берем феромоны максимального, да. Турборакеты. Хотим ли мы сейчас иметь максимальную скорость и под усилениями, под обнаружениями? Я не думаю, что нам стоит сейчас так упарываться в скорости и смотреть, на что будет это дико способно. Мне кажется, там нас будет немножко подлагивать на тестовом сервере, все-таки это все тут тестируется. Поэтому берем ботинок. Что еще из вариантов? Я хочу взять кассетку, чтобы посмотреть, насколько будет жесткая граната. Опять же, я себе постараюсь сделать быстренько золотой дроп, чтобы, ну, быть не легендарным, конечно, не супер сильным дропом, но золотой дроп тоже хорошо. И, в принципе, у нас еще остается один вариант, один предмет на выбор. Конечно, топовые игроки бы взяли, наверное, что-то типа такого. Или, не знаю, там, дефибриллятор какой-нибудь, да. Ну, мы же в адекватную игру играем. Еще что-нибудь, возможно, турборакеты те же. Опять же, перчаточку. Ну, эту фигню вряд ли бы взяли. Хотя бинокль, возможно. Витаминки, возможно. Но витаминки, как по мне, слишком имба. 100% регенерации для такого персонажа, который с одного укуса массово может аннигилировать всех противников. И еще просто представьте себе, сколько он может отхилить здоровье. Одним укусом на фулл здоровье. За 3 секундочки там, да? Ну, это просто беспредел. Поэтому спихать ему сюда еще такой предмет я не думаю. А вот эту штучку мы возьмем. Зуб вампира, как говорится, это лучший предмет, если вы, конечно, топ-игрок. Ну и вот такая сборка достаточно стандартная, при этом имеет 2 супер сильных предмета. С ним мы сейчас отправимся в командные бои и посмотрим, как будет себя чувствовать дракон команда Нико. Итак, ребятки, мы продолжаем. Я здесь уже зашел как бы в бои. Здесь у нас уже противники дерутся, все дела там начинаются. Немножко подлагивает. Заметьте, кстати, на бочке не работает наше, так сказать, усиление, да? И мы начинаем кусать, ребятки. Начинаем кусать. Пока что мой сквад ботов тут разваливается. Очень жестко разваливается. Но мы пока что регенерацию... Заметьте, я только что укусил 3 ботов. Ну, видели противников, они просто аннигилировали за секунду. Вот так это, в принципе, работает. Вот такой вот жесткий друг. Это боты, кстати, я специально немножко повысил нам рейтинг, чтобы боты были посильнее. Давайте закинем наши выстрелы из дробовика. Некоторые жесткие, да? Баг здесь на нас пытается напасть, но без шансов. Поставим капканчик. Ну и попробуем сейчас кого-то куснуть, словить все-таки, да? Так, ну Дона уже все. Закончилась Дона, к сожалению. Немножко лагает тестовый сервер, вы уж извиняйте, ничего не могу с этим сделать. Не от меня зависит, к сожалению. У меня так-то все нормально, просто вот. Игра она такова, какова есть. Все-таки. Карта, опять же, вот, китайского Нового года, да. Которая скоро, надеюсь, у нас тоже появится, как и персонаж, тоже он скоро должен выйти. Персонаж находится, кстати, ребятки, в 20-й лиге, кто еще не узнал этого прекрасного факта. Поэтому вместе с совой хотите достать персонажа, когда он выйдет с раннего доступа, имейте в этот момент 20-ю лигу. Давайте еще немножко потестируем дробовик.
Но все-таки интересный дробовик. Конечно, это не легендарный. Да, легендарный был помощнее, но все равно, зацените. Давайте, кстати, сейчас немножко поменьше сделаем. Ну, вблизи накрыть большим радиусом под феромонами противников, ну, вроде норм звучит. Так, вроде там краб нашел противников. Мои боты с трубками и перчатками. Понимаю, вот это набор элитных ботов. Ладно, у нас тут, как видите, немножко отдыхает фламинго, но это он зависает, да. Опять же, видите, мы спалили противника. Вот она скорость, ребятки, кстати, если вам было интересно. Немножко урон, кстати, сложно реализовывать, потому что из-за дальности, да? Из-за дальности сложно, но, ребятки, если ты попал впритык к противнику, то дальности уже по барабану. Ты просто берешь и аннигилируешь. Просто нужны феромоны. Просто нужны феромоны, и дальше все. И дальше конец любому противнику, который тут есть, просто ему конец будет, потому что пережить такого мутанта, как Нико, хотя, заметьте, у него очень быстро отлетает. Быстро отлетает, так сказать, возможность наносить урон. Плюс, если его отталкивают, то он не может реализовать этот активный навык. То есть, в принципе, у активного навыка есть минусы. Не маленькие минусы, да, которые не дают ему нагибать. О, кстати, дробовичок легендарный подлутаем. Сейчас постреляем с него. Бум. И в никуда. Нажимаем активный навык. Правда, вроде бы заферомонил, а укусом не попал. Кусаем противников. Жесть. Слишком много отталкивания. К сожалению, здесь боты, как вы знаете уже, наверное, запрограммированы, ребятки, на отталкивание. И поэтому смотрится это не очень из-за этого, потому что они меня каждым тычком очень сильно отталкивают, и весь активный навык пролетает в никуда. Но в реальных боях этого персонажа вы фиг оттолкнете. Да, и поэтому реализовать супер имбу, супер активный навык вы сможете намного лучше и эффективнее. Мы там будем заканчивать, пока что посмотрели вот так вот персонажа. В следующий раз мы соберем немножко более адекватную сборочку с более адекватными предметами. Возможно, кстати, залутаем немного феромонов. Возможно, какой-нибудь 5 уровень возьмем, чисто ради интереса, будет ли их хватать, да. И соберем сборку 4-5 предметов более нормального вида. Хотя это, как по мне, и так нормальный вид, но, конечно, да, 12 бицуха, 12 феромон это слишком жестко. Вот такой персонаж Ника, вот такой вот дракон Комода. Будет ли он имбовать у нас в боях? Я думаю, да. Я думаю, обязательно будет, особенно против нубасиков. Но против сильных игроков, конечно, которые смогут держать от него дистанцию, возможно, он не сможет себя раскрыть в должной мере, да. Но все покажут бои. Опять же, железная дорога для этого персонажа это лучший вариант игры. То есть на стандартной карте я бы даже не играл. А вот на железной дороге этот монстр, он развалит все, что шевелится сам или не сам. Ну, он сможет это сделать, это точно. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Не болейте, не скучайте и всем пока-пока.